Всем салют! Сегодня сделаю обзор короля драконов, прокачанного на 10 звезд, чтобы вы имели возможность и представление о том, что вас ожидает при полной прокачке. То есть можно будет нажать на паузу, да, посчитать количество очков талантов и посмотреть, как можно ими потом распорядиться. Потому что каждый качает его по-своему. Кто-то играет дальниками, кто-то ближними войсками, да, кто-то качает ветку завоеватель, кто-то нет. Это все зависит от стиля вашей игры. Вот. Если вы ходите, постоянно атакуете замки соперника, да, то ветка завоеватель вам довольно-таки важна, так как она дает нам такой талант, который уменьшает наши потери при атаке, при штурме замка на 15%, что очень даже неплохо. Но если вы этого не делаете, то смысла качать эту ветку особо нету, потому что прокачать полностью две ветки, вы видите, не хватает таланта. Вот не качан на жизнь и не качана у нас мораль. То есть если вы на замке не ходите, то лучше прокачать мораль и повысить количество жизней, так как это увеличивает жизни не только там тех войск, которые воюете, но и всех, в принципе, то есть и элитных солдат, что очень важно, да, то есть при атаке там на шахты, на поля или при колонизации. То есть если вы качаете ветку дальний бой, соответственно вам придется выбирать или завоеватель, или защиту. В принципе, для дальников я бы выбрал ветку защиты, так как здесь, вот из тех, что нужно качать бы, на мой взгляд, конечно, жизни бы повысить хорошо, и вот этот талант на силу, повышающий наш урон. Можно комбинировать, да, качать часть этой ветки, часть какой-то другой ветки и одну ветку полностью качать. То есть здесь уже каждый прокачивает под себя. Нет таких каких-то определенных канонов, что нужно именно качать только так или иначе. То есть все зависит от того, какие у вас герои, какие войска вы используете, какую манеру боя проводите. От этого все зависит. Герой этот универсальный, он подходит, в принципе, практически любым героям, так как его навыки повышают на урон, наносимый всеми солдатами, да, в отряде до конца боя, что очень важно. То есть не на 2-3 хода, а от начала до конца. И также дает вампиризм до конца боя. Он действует как на ближних, так и на дальних. Поэтому те, кто играет магами, тоже очень должны обратить внимание на этого героя, на этого питомца, потому что вампиризм, он там довольно-таки большой процент, и восстанавливают, там с 2 тычек могут восстановить полностью стек. Потом повышение урона очень важно, да, то есть это не повышение силы, это повышение именно урона, то есть конечного урона, который у вас получается там при вычитании защиты об атаку и силу, да, то есть у нас получается какой-то урон, и вот он повышается этим навыком, что тоже очень хорошо. И цифры, которые показаны, там 13%, на самом деле это очень много. По поводу навыков, да, которые можно вставлять ему. То есть один из самых главных навыков, основных, которые, на мой взгляд, нужно ставить любому питомцу, основному питомцу, потому что всем мы прокачать не получится, очень много нужно очков, опыта, а их добыть очень сложно сейчас. Вот это навык силы, который повышает силу войскам Б и А ранга. Даже если вы сейчас не сильно используете эти войска, да, в конечном итоге вы придете к ним. Поэтому нужно стремиться с самого начала к этому таланту, его собирать потихоньку и потом прокачивать. Потому что, чтобы потом не пришлось перекачивать, да, там есть низший талант, это высшего уровня, есть низшего уровня. Но не стоит его тратить на него средства и опыт. Сразу лучше качать вышку. На максимальном уровне дает 25% к силе. Это очень много, это больше, чем там 2-я или 5-я девушка, которая у нас, да, есть последняя, 6-я, Виктория. То есть, а два остальных навыка здесь уже опять же, кто каким героем играет. Если вы играете, к примеру, магами, да, то довольно-таки неплохо зайдет к нему защита, потому что нужно выживаемость вашим солдатам повысить.
с вампиризмом, да, то есть если стейк ваш не убили сразу, он будет иметь возможность потом отхилиться. И для этого нужно повысить ему защиту. Вот. Навык, который повышает физ-атаку и маг-атаку, да, то есть вот, ну, его с навыком силы, они очень хорошо комбинируются. Мы повысили атаку, повысили силу, соответственно, плюсы. Это все помножили на навык, повышающий урон, и получается такая гремучая смесь, независимо от того, какие у вас род войск. Если вы используете его там на арене с элитой, то там вообще будет очень сильная связка. Я использую этого питомца для панды, да, так как, ну, он, на мой взгляд, для моего героя это оптимальный вариант. Но многие используют для варваров, очень тоже хорошо заходит за счет навыка, повышающего урон. Плюс вампиризм тоже варвару помогает, ну, комфортно себя чувствовать на средней дистанции, потому что на дальней дистанции он не поможет, так как, ну, вампиризм тут не отхиливает полностью стейки, но все равно вещь очень полезная. Для варвара я, в принципе, предпочитаю сына леса на начальной стадии, а дальше девятихвостого лиса. Очень хорошо зайдет магическим героям, я уже поговорил, да, кто использует магию за счет ветки дальнего боя. Ну, вообще очень универсальный питомец. Единственное, что посчитайте количество талантов, очков, да, сколько он будет на 10 уровне, и грамотно ими распоряжайтесь, да, потому что сбрасывать довольно-таки проблематично, ну как, просто накладно. То есть вам нужно или искать в магазине арены по хорошей скидке, там можно купить за 10, за 20, 30%. Это, в принципе, недорого. Или тратить 80 камней в магазине воина. Вот. В принципе, это не так дешево, потому что за 80, за 70 можно купить 2 фрагмента камня талантов. То есть, как бы, не так и дешево. Просто если вы ошибетесь и вкачаете скиллы не туда, придется перекачивать. Но это все не смертельно на самом деле. Если подождать в магазине арены, по скидке очень часто попадают фрагменты, ну, материал, письмо для сброса. Вот. Так что на этом, в принципе, все. Будут вопросы, задавайте.